Всем привет, ребята! Новый год уже близко, а вы подготовили список рецептов, с которым вы пойдете в супермаркет? Так вот, достаем его и вписываем ингредиенты, которые вам потребуются для приготовления полезного холодца. Так, а ну-ка признавайтесь, вы уже несколько лет смотрите мой канал и даже не зарегистрированы на YouTube. Пора бы это исправить, наконец-то зарегистрироваться и, конечно же, подписаться на мой канал. Также не забывайте включать колокольчик напоминания о каждом моем новом ролике на TGM, потому что в следующем году я приготовила для вас столько всего полезного и интересного. Я надеюсь, вы не хотите это пропустить. Сегодня мы будем готовить не холодец, а какое-то произведение искусства, яркий акцент на вашем новогоднем столе. Ваши домашние будут просто в полном восторге от ваших кулинарных способностей. Для начала приготовим бульон. Мясо заливаем 2 литрами воды, доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим в течение 1,5-2 часов. Не забывайте в процессе варки снимать пену. Теперь добавляем 1 морковь, 3 зубчика чеснока, черный перец горошком, лавровый лист, небольшой кусочек копченого мяса, у меня это куриная грудка, стебли петрушки и мелко нарезанный укроп для аромата. Накрываем крышкой кастрюли и на маленьком огне варим еще минут 30. Когда бульон готов, выкладываем все на тарелку остывать. Процеживаем бульон и 200 мл выливаем в чашку. В эту же чашку всыпаем 25 грамм желатина и тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Отставляем чашку в холодильник, пока бульон не превратится в желе. Тем временем разделим брокколи на соцветия, чем меньше, тем лучше. И отварим брокколи 10 минут, чтобы они стали мягче. Также подсолите воду. Теперь нарезаем мелко мясо из бульона и кусочек копченого. Нарежьте морковь тоненькими кольцами, желтый перец мелкими кубиками, а яйца можно разрезать пополам. Брокколи уже готовы, так что выкладываем их остывать. А бульон уже застыл в чашке. Добавляем его в кастрюлю к оставшемуся бульону и лучше его предварительно разогреть и тщательно все перемешиваем, чтобы не было комочков желе. Когда все ингредиенты будут нарезаны, начинаем выкладывать их в форму. Я предлагаю сделать холодец-перевертыш. То есть мы выкладываем все ингредиенты снизу вверх, заливаем все это дело бульоном, и когда он застынет, мы просто перевернем наш холодец. Звучит очень просто, и на деле также. Я взяла силиконовую форму и под ней обязательно поставьте тарелку пошире. На дно шапочками к низу выкладываем брокколи. Моя собака тоже захотела кусочек. Сверху равномерно распределяем перец. Затем морковь. И теперь нам нужно наполовину заполнить форму бульоном. Так он закрепит наш первый слой, иначе все будет просто плавать. Вливаем бульон по морковочке и отставляем в холодильник минут на 40, а может быть даже на час. Возвращаем форму на стол, все отлично застыло, и теперь выкладываем половинки яиц. Ну и, конечно же, мясо. Его хорошенько утрамбуйте с помощью ложки. Вливаем оставшуюся часть бульона и отставляем холодец в холодильник. И ждем 2-3 часа, а лучше всего ночь. Уже на следующий день на утро я достала холодец из холодильника. Он довольно-таки хорошо застыл, так что не будет проблем, чтобы его перевернуть. Я надеюсь, вам не терпится увидеть, как же он выглядит внутри.
По вкусу такой холодец более нежный, от него нет какой-то тяжести в животе. Он очень вкусно идет с хреном и с холодцом. Это очень вкусно. Ну и, конечно же, внешний вид. Это безумно красиво, и просто нет шансов, что этот холодец останется у вас на утро. Я очень надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Я просто в восторге от этого рецепта, если честно. Так что, конечно же, делитесь им в социальных сетях, чтобы больше людей попробовало этот рецепт. Добавляйте его в избранный, чтобы его не потерять. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если я вас вдохновляю делать еще больше ПП вкусняшек. Жду вас также на моем канале уже в следующем году. Всех с наступающим праздником! Пока-пока!